Здравствуйте, друзья! С вами Алексей Гуляев. Здесь все про путешествия. На моем канале вы найдете видео городов и стран, посмотрев которые, вы точно не останетесь равнодушными, и у вас появится вот это жгучее желание куда-нибудь уехать, отправиться в путешествие. Поэтому загляните в альбомы канала, посмотрите, и вы не останетесь равнодушными. Ну а мы, собственно, переходим к теме видео. Поскольку вопрос, как добраться из России в Германию и наоборот в 2024 году, остается актуальным, я решил записать видео на эту тему и поделиться с вами своим опытом, потому что буквально только несколько дней назад я сам вернулся из России назад в Германию. В этот раз я решил путешествовать с рюкзаком, чтобы максимально упростить и удешевить свою поездку. Мой маршрут пролегал через Калининград, до которого из Германии я добрался за 66 евро. Оставайтесь до конца, и я в подробностях расскажу вам, как у меня это получилось. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, и, конечно же, писать сочные комментарии, потому что все это помогает продвигать мой проект. Я долго изучал разные варианты, как же мне ехать в Россию в этот раз. Через Турцию, Ереван или Грузию было довольно дорого, и стыковки очень длинные и неудобные. В итоге я нашел вариант лететь из Дортмунда в Гданьск в Польше, что на Балтийском море, недалеко от Калининграда. И далее из Гданьска я ехал на автобусе. Обо всем по порядку. Из Дортмунда в Гданьск летает авиакомпания Wizz Air. Сразу скажу, ссылки на все упомянутые сайты найдете в описании к видео. Итак, открываем сайт компании, выбираем место, откуда мы летим, это Дортмунд, и во второй графе выбираем Гданьск. Затем выбираем дату полета, количество пассажиров и нажимаем на поиск. Открываются имеющиеся рейсы на этот день. Выбираем подходящий рейс, подходящие опции и покупаем билет. За билет с рюкзаком я заплатил 25 евро. Чтобы купить билет на автобус до Калининграда, заходим на сайт tutu.ru. В разделах выбираем автобусы и также задаем направление, откуда и куда едем. В нашем случае это Гданьск, Калининград. Затем мы выбираем дату поездки и нажимаем на поиск. На экране вы видите расписание рейсов на выбранный день. Нажимаете на «Купить билет», далее выбираете место в автобусе, нажимаете на «Продолжить» и на этой странице заполняете данные о пассажире. Выбираете способ оплаты. Важно! Билет возможно оплатить как русской, так и зарубежной картой. И в конце оплачиваете и получаете ваш билет на вашу электронную почту. Здесь вы заплатите 4400 рублей или 44 евро. Альтернативно можно купить билет на сайте автовокзала Калининграда, там он немного дешевле. Также открываем сайт, выбираем международные маршруты, задаем направление, откуда и куда едем. Выбираем даты и нажимаем на поиск. На экране появляются все рейсы на этот день. На странице указаны адреса двух автовокзалов в Гданьске и в Калининграде. Выбираете вам нужный рейс, ставите все галочки, заполняете данные о пассажире и вуаля! Покупаете билет. Аэропорт Дортмунда очень маленький, и заблудиться там очень сложно. Проходите контроль и находите нужный выход для полета. Его вы найдете на большом электронном табло со всеми вылетами. Рейс из Дортмунда прилетает в Гданьск по расписанию в 17:10.
Последний автобус в Калининград стартует в 18 часов с автовокзала, до которого на такси плюс-минус 25 минут езды. Если вы путешествуете с рюкзаком, то вы спокойно успеваете на автобус, доехав на такси, который можно вызвать в приложении Uber. Кто-то, чтобы подстраховаться, садится на такси или договаривается со своими знакомыми, чтобы их подвезли на машине до города Эльблонг, потому что в этом городе автобус делает остановку и там можно подсесть. Как вариант, вы можете остаться ночевать в Гданьске и потом с первым автобусом, который идет в 6 часов утра, вы можете поехать в Калининград. В общем, смотрите сами, как вам удобнее и спокойнее. На автобусе до границы ехать около 1,5 часов. Нужно сказать, что автобусы достаточно комфортабельные. Они чистые, там мягкие сиденья, есть кондиционер и интернет. Мы пересекали границу в Мамоново 2. Кстати, следить за актуальной обстановкой на границе вы можете в группе Телеграма, где переходящие границу сообщают об обстановке и количестве автомобилей там. Ссылка будет под видео. На польской границе мы стояли немного дольше, чем обычно, потому что перед нами был 5-часовой автобус, тот автобус, который выехал из Гданьска на час раньше, чем мы. Он, похоже, был с проблемными пассажирами. Из опыта. Долго проверяют пассажиров, родившихся на Украине и имеющих 2 паспорта – русский и украинский. Их и проверяют просто досконально. Для удобства на точке контроля есть туалет. Ожидая, я любовался прекрасным закатом. Я иду с контроля к автобусу. По одному всех проверяют. Все прошло хорошо. Так, Украина и Америка, да? Постарайтесь в первую очередь пройти. Пройдя польскую часть границы, мы подъехали к русскому посту. Там на паспортном контроле нас попросили быть со всем багажом, который просвечивали. Пассажиров с украинскими и американскими паспортами нам пришлось прилично подождать, так как им задавали много вопросов в отдельной комнате. Потом я разговаривал с Тайлером, который американец, и он сказал, что он с пониманием относится к такому контролю в такие времена. И вообще он был счастлив снова приехать в Россию. Потом он со мной даже поделился тем, что через несколько лет он хочет переехать в Россию. В Америке у него своя ферма с коровками, и также он работает пожарником. После прохождения границы до автовокзала Калининграда ехать всего 1 час. Добро пожаловать в Россию! Из опыта. Пассажиры с немецкими паспортами проходят границу без проблем. С прошлого года был даже упрощен процесс получения визы для иностранцев. Теперь визу можно подать в электронном виде и получить ее за 4 дня. Ссылка под видео. Если вы едете дальше из Калининграда, то авиабилеты вы можете купить на сайте Aviasales, на котором возможна оплата также иностранными картами. Немецкими картами можно также оплатить билет в приложении, которое вы сейчас видите на экране. Итак, открываем сайт Aviasales, выбираем направление, откуда и куда летим. Выбираем дату и нажимаем на поиск. На странице появляются все возможные рейсы на этот день. Выбираем нужный вам рейс и оформляем билет. Обратно я ехал таким же маршрутом. Я приехал на автовокзал Калининграда рано утром, еще было темно, потому что я поехал на первом 6-часовом автобусе. Билет я также покупал в электронном виде. Как это делается, смотрите в начале видео, там это было описано в подробностях. Если вы приехали немного раньше, то можете подождать в холле автовокзала и к нужному времени выйти на платформу номер 2. Оттуда и отправляется наш автобус в Гданьск. Внутри все так же. Чистота, мягкие сиденья и интернет. Трогаемся четко по расписанию, и приблизительно через час, проезжая красивейшие туманные ландшафты, оказываемся на границе в пункте Мамоново 2.
Там на контроле мы снова выходим со всеми вещами, прогоняем их через ленту и проходим паспортный контроль. Обратно уже я ехал с сумкой и вез с собой много продуктов. Мед, мамино варенье, маринованные грибочки, которые мы сами собирали, белорусское сало, конфеты и многое другое. Короче говоря, наши русские вкусняшки. Никаких проблем не было. Так же, как при въезде в Россию, на контроле застряли граждане с двумя паспортами, с русским и украинским, а также граждане с американскими паспортами. В общем, если в вашем автобусе будут такие пассажиры, то запасайтесь терпением. Мы проходили таможню более 6 часов вместо 2 или 3, как это в основном бывает. Нас даже обогнали 2 автобуса, следующие по расписанию за нами. Люди нервничали и переживали, потому что многие опаздывали на самолеты и поезда из Гданьска. В итоге опоздали. В целом все прошло хорошо, не считая того, что это продлилось немножко дольше, чем большинство людей планировало. Поэтому будьте аккуратны с планированием вылетов и выездов из Гданьска, потому что никто не может гарантировать вам, как долго продлится контроль на таможне. Ну а если это видео для вас было полезным, в качестве благодарности ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь им с вашими друзьями и, конечно же, пишите ваши красивые комментарии для обмена информацией. Ведь ваша активность поддерживает и мотивирует таких влогеров, как я. Спасибо вам, буду очень благодарен. Пока-пока.